Мишка, Євка, вітаю вас у своєму саду знов. Кінець березня, и я запрошую на прогулянку моим садом. Сегодня я расскажу вам, чем занимаюсь, какие новые жители у меня в саду появились, как дела идут с нашим газоном. Немножко расскажу про дорожки, вы спрашивали. И вообще посмотрим, как обстоят дела в конце марта в моем саду. Мне самой интересно прогуляться, посмотреть, сколько я уже сделала и сколько еще предстоит сделать. Идемте, будем ходить, и я буду вам рассказывать. Предлагаю начать наши прогулялки именно с газона. Собакам почему-то очень нравится тут рыться, искать какие-то секретные клады всякие, и все прогулки начинаются у них тут. Что мы сделали? Ну, во-первых, я открыла свои розы и постепенно начинаю их пропалывать. Смотрите, какие на них листья. Перезимовали все розы. Отлично. Никаких у нас проблем под укрытием не было. Немножко больше у них листики, чем у тех, которые были без укрытия. Но мне еще предстоит, это я только полкруга сделала. Прорыхлила, травку поубирала, еще не мульчировала и не удобряла. Еще ждем положительных температур. Ждем начала апреля, стабильные плюс 10-12. Тогда будем рассыпать комплексное удобрение под корень. Сверху мульчировать компостом я буду своим. Ну, а впоследствии, чтобы не росла трава, будем скошенным газоном. И вот про газон. Смотрите, что у нас с газоном. Значит, Света вырыла траншею под трубу. Трава в траншее, это я розы чистила. Эта траншея по всему кругу. Получилось тут 35 метров у меня. Вот так это выглядело, как я делала. Будет прокладываться труба. От нее выводиться дождеватели. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что прочерчиваю схему. Ну, мы делаем все самостоятельно, как я вам говорила. Схему угол дождевания, то есть какое распыление, через какое расстояние нам надо ставить по нашему кругу. 6 или 8. Я еще только начала там. В масштабе прочерчивается план, и длина, на которую бьет струя, зависит от давления воды вашей. Ну, про полив я вам расскажу. Так вот, посчитаем, сколько нам надо дождевателей, а потом все закупим и выведем вон туда к забору. Вон там будет у нас трасса идти по бортику. Трасса это будет труба ПВХ плотная, которая идет от скважины, и разводка, как наподобие водяные розетки будем делать. Не знаю, как быстро мы с этим справимся. И от нее подключим, вон там как раз будет вывод на газон. Сейчас пока все остановлено. Я ищу хорошую смесь травы. Спорт хочу, потому что тут предполагается бегать, прыгать. Наша банда бандитос бегает тут, ищет, как я вам сказала, интересные секретики. Ну, про газон все. Сейчас, что касается дорожек. На дорожке закупили немного бордюров. Так вот, что из себя представляют наши дорожки. Стелится геотекстиль тротуарный. Перед этим немножко планируется земля. Я в этом году запланировала все дорожки поставить бордюры. За зиму некоторые вот тут поклонились. Почему поклонились? Потому что они у нас не зафиксированы, просто врыты в землю и щебнем подсыпаны. Почему?
потому что я не знаю, какую мы будем покупать, плитку или брусчатку. И чтобы не подрезать, меньше подрезки было, выведем уже бортики. Может быть, подвинем немножко на пару сантиметров. Представьте, сколько нам подрезов придется делать, если зафиксировать эти борта сейчас. Бордюры хорошо стоят, крепко во всяком случае. Но иногда собаки там по бортикам, они, кстати, любят ходить, потому что камешки им колят. Знаете, что они делают сейчас? Там какой-то, видно, или червяк, или жук был. И они теперь, как охотничьи все собаки, катаются, чтобы запах врага на себя применить. Их было незаметно. Так, Эва теперь. Так, вот про дорожки, значит, бордюры подрезаются, где надо, где не надо, где ставятся. Еще у нас идет уклон участка вон туда, ниже. И газона, хотя газон мы подсыпали. И дорожка особенно сильно скос идет. Будем выравнивать щебнем, конечно, но немножко у меня будет все-таки туда склон. И вода будет стекать, чтобы не на бок мы ложили сток. На розы мне не надо, на ту клумбу я планирую там гортензии крупнолистные посадить. Там они порозовели, я уже делаю их голубым цветом. Купила сульфат алюминия. Покажу вам, когда получится, как я меняю цвет своим гортензиям. Это черенки, которые я осенью начеренковала. Я вам показывала за зиму. Они укоренились, подросли. Сейчас уже цветение у них начинается. Они, конечно, маленькие, но хорошенькие такие. Так вот, про дорожки. Щебнем будем выравнивать мы немножко высоту. Перед этим не забыли, что снимаем сантиметров 10 лопатой корни травы. Где-то насколько корни заходят, какая у вас там трава, может быть больше. Потом стелим вот такой тротуарный геотекстиль. Вот такой он мягкий. Я вам, кстати, советую вот этот лучше. У меня не было немножко. И вот тут мы докупали прессованный. Он более плотный такой, как плотный картон. Но мне он нравится меньше. Как вроде волочный текстиль лучше. Это на мое мнение. Сейчас у нас вот тут он уже постелен. Видите, щебнем подсыпано. Поэтому трава тут почти не растет. Привет. Тень падает, получается, на меня. А вот тут у нас просто щебенка насыпана на землю. И вот что получилось. Получилось, что трава попрорастала у нас сквозь щебень. Так не должно быть. Света тут будет переделывать. Сгребать эти камешки, снимать слой, ложить геотекстиль и засыпать заново щебенка. Щебень будем еще докупать. Так, куда мы сейчас пойдем? Покажу вам рябчики мои. Я постепенно навожу порядки на клумбах. Получается это медленно, долго, но получается. Вот они, мои рябчики тут растут, посажены с целью отогнать кротов вообще-то. Как получится. И вот наша елочка. Это карликовая ель. Ее часто сажают как альтернативу коники. Это елочка обыкновенная. Называется сорт Вилсцверг. Сюда я вчера посадила, кстати, первоцветы. Выкопала возле лавочки. У меня там их тьма тьмущая. Что-то этот упал, а этот хорошо. Беленькие мелкие цветочки такие. Вот такая елочка. Обзор сорта я, наверное, сделаю, когда хвойные буду вам показывать весной. Посмотрим ее цветение. Должно быть ярко-салатовое такое. Хвоя у нее, видите,
насыщенно изумрудного зеленого цвета. Иголочки коротенькие. Она уже немножко сформирована. Обрезали ветви, которые явно мешали форму конусовидную поддерживать. И вот так она выглядит. Подсажу сюда какие-то цветы, наверное. Мешать они друг другу не будут. Расстояние до пихты 1,60 м, 1,70 м даже я мерила. Эта елочка будет всего 2-2,5 метра. Ну, смотря какой уход, конечно. Карликовая. И она нам будет красиво с дорожки видно. Будет подружка вот этой инверсы. Так, тут у меня, вы видите, полный бардак. Валяются бордюры. Это я докупила черный еще. Вот эту зону с рододендронами доделаю. Камнями приваленный. Второй день лежит, потому что закрученный в круг был и разравнивается. Соединять я буду вот такими соединительными планочками. Доски уберу и доделаю вот эту зону. Обойду рододендроны свои. Вот, кстати, интересно, я хотела вам сказать, смотрите, про мульчирование. Я мульчирую, как я вам рассказывала, сосновым опадом. Была травой в прошлом году, мне опад больше нравится. Мульчирую на картон. Вы спрашивали, почему трава не растет? На картон. Мы всю зиму, всю осень в теплицу собираем картон. Он не дает траве прорастать, а потом перегнивает, и все. И у нас замульчировано. Я все зоны так делаю. Хлорозит мой рододендрон. Немножко ему уже получше. Я его хелатом железа обработала. Еще у меня есть колодная серая. Под все рододендроны немножко насыплю. Единственный сорт, кстати, все остальные хорошо себя чувствуют. И прямо вот-вот готовы зацвести. Так, доделаю бордюр. Про мульчирование я вам рассказала. Ну а сейчас какой же мой любимый кустарник? Как вы думаете, какой мой любимый кустарник цветущий? Мышка, как ты думаешь? Это рододендроны. Я вас, наверное, удивлю. Это не розы, не гортензии, а рододендроны. Мне нравятся эти древовидные кусты своими мощными побегами, плотными зелеными листьями, удивительными цветами. И за то, что они цветут раньше всех в саду. Я докупила еще пару сортов. Сейчас покажу вам. В прошлом году покажу свой. Смотрите, спирея грифшейм серая. Уже листики. Вот тут тоже начала мульчировать. Это Перси Вайсман, по-моему, рододендрон. Немножко карликовый. Смотрите, сколько у него почек. Ну, как они могут не нравиться? Такие красотунчики. Красотунчики. Шарик прямо будет цветущий. И вот этот еще тоже нам цветение покажет. Свое красивое, красивущее просто. У него интересные обороты листа, как замшевая бумага. И распускается он нежно-нежно розовым, зефирным. Вот таким. А потом белый. Ну, я вам еще раз покажу. В прошлом году цветение было не очень обильное. Это мои родики, которые я размножила. Розовым элеганс. Там он второй. А вот этот рододендрон не опадает. Но листик, карликовый сорт, похож на самшит. Ну, за рододендроны я вам все уже рассказывала, все уши прожужжала. Смотрите его, какой шики. Все, пошла расти. В прошлом году я ее коротко-коротко обрезала, а в этом решила шарик оставить. Внизу у нас
тоже эти первоцветы. А, вот вы спрашивали, это тедди-бир. Такой, смотрите, на папоротник похож. Красивенький кипарисовик. Зимовал без укрытия у меня. Изумрудная у него будет хвоя летом. А на концах молодые приросты, немножко салатовые. Тут у меня нарциссики уже проглядывает. Это нанограцилис. Нанограцилис. Так, Эва, я кого-то купала когда-то, да? 2 дня назад. Помощники мои. Так, вон туда сейчас пойдем. Про розы вам расскажу. Вспомнила, что я вам не показала еще один свой кипарисовик Пельцблю. Вот посажен тут новый с этой стороны стоянки между 2 менджулепами. Вот так. Я хотела второй посадить, посадила. Он будет встречать нас своим голубым приветствием, когда мы будем заходить в дом. А там он рододендроны. Кстати, за рододендроны спрашивали, куда посадить. Легкая полутень, но чтобы солнце на них попадало. У нас вот тут будет газон. Газон без полива, просто поливалка стоять. И без сетки для кротов. Попробуем. Так вот, видите, рододендроны посажены в тени от забора. И на них солнышко все-таки попадает в первую половину дня. А вот еще интересно, это я подняла барбарис Rose Glow свой. Видите, связала как у древовидного пиона. Я вам рассказывала, ветви связаны, мелкие вырезаны. 3 только самых крупных. И буду зонтом его поднимать. Мне кажется, так будет красивее, чем он развалистым кустом будет. Так, а вот тут яма вырыта. Сейчас вам доснимаю видео и пойду забирать свои розы. Пришел заказ. Мои новые розы. Красивое небо сегодня, очень ветрено. Надеюсь, что звук хорошо слышно. Ну и вот эту зону постепенно тоже мульчирую хвойным опадом, убираю, чищу розы. Вот вы спрашивали, как посажена гипсофила. Гипсофила, вот она посажена по центру. И очень легко поделить, просто вытаскиваешь делишь пополам на 2-3 части и все. После цветения куст гипсофилы обрезается. После цветения некрасивые у нее засохшие эти мелкие цветочки, смотрятся некрасиво. Дошла Света по мульчированию до вот этой зоны, а дальше еще не сделала. Вот картон лежит, раскладываем. Просто плотный только картон надо. Сверху хвойным опадом. Все, трава расти не будет. Агроволокном я почти нигде не мульчирую, не закрываю землю. Почему почти? Потому что в первый год имела такую неосторожность и одну зону сделала. Под ним мне не нравится состояние земли. Оно такое становится плотное, сбитая. И со временем все равно трава прорастает, хоть я и плотная беру, черное агроволокно. Мне больше нравится хвойным опадом, более естественно. Сверху еще можно корой, конечно. Но кору покупать надо, а хвойный опад я хожу, беру пока бесплатно. Может быть, в перспективе корой и буду понемножку подсыпать. Так, тут розы уже частично сделаны, как я вам сказала. Почищу, а потом там, где совсем засохшие веточки, Адель
Вот такие. Можно обрезать. Но я хочу подождать, где пойдут побеги. Посмотреть про плетистые розы. Сегодня дел, конечно, я запланировала, видимо-невидимо. Что мы хотим тут делать? У меня тут роза, парфюм Роял. Очень огромная, обильно цветущая, красивая, но она тут навалилась на все остальные сорта. Я вам даже не могла этим летом показать свою красивую розу. Сейчас название тут напишу наверху. Розовая. Если вспомню, сейчас скажу. И хотим вот тут вот наверху продлить 1,5 метра трубу, чтобы я могла вот эти вот плети вот сюда наклонить, в эту сторону, чтобы у меня мой веер как бы вот так располагался, а не падал вот сюда. Сегодня, наверное, уже их открою, эти розы. Перенесли сюда кокон, наша локация. Бордюров еще немножко доставлю. Пересадила сюда Мэри Энн розочку. С двух сторон, получается, с этой стороны Мэри Энн и с этой стороны. Будет красиво белые розы подбивать. Хотела показать вам, еще не открыла. Тут один кустик всего розы. Вспомнила, как эта роза называется. Так, разошлись, малышня. Winter Lodge. Роза. Вот это один кустик. Открытый еще. Не открытый, я привоз только что открыла. Обрезать, почистить его надо. А тут розариум Ютерсон. Роза, которую я даже не могу вам показать. Она забита розой парфюм Роял. Мощная роза, если кто увидел у меня и хочет посадить, оставлять ей очень много места этим розочкам. Тут еще порядки света не наводила. А тут только прорыхлила. Вот мне на сегодня фронт работ эти розы почистить. Наша азалия уже. Это листопадная азалия с розовыми очень ароматными цветами. Ихта корейская одноцветная. Скоро совсем будут приросты молодые, красивые. Так, тут вот будем ставить мы перголу, а потом в перспективе бордюры. Вот что хотела вам показать. Тюльпанчики мои зацветают. Хотела показать тюльпаны, какие я купила и как. В общем, получилось так. На просторах интернета получилось так, что я нашла, люди занимаются выгонкой тюльпанов к 8 марта. Ну, красоту-то смотрела, сорта смотрела, а потом оказалось, знаете, что они после выгонки тюльпанов, эти луковицы, не оставляют на следующий год. Им выгоднее закупать новые, большого размера, чтобы сразу цветы были большие. У них тюльпаны по высоте были 60 сантиметров. Представьте. Высота тюльпана. А эти луковицы они оптом продают. Ну и Света втолпилась и купила себе пару ящичков. Ну не пару, сколько даже вам говорить не буду. Вот таких вот луковиц тюльпанов. Они их выкопали. Сейчас мне их надо досушивать, поделить потом. Месяца 2 досушивать в темном прохладном месте, чтобы не подцвели они. Желательно, чтобы их продувало. Я их тонким слоем в ящике разложила по ящикам. И они у меня, когда холодно, были на закрытом тамбуре. А сейчас прямо надо вынести в уголок
на террасу поставить и закрыть мешковиной, чтобы проветривало их, выдувало всю вот эту влагу, чтобы подсыхала луковка. Потом почистим, поделим и берем на хранение в более-менее темное прохладное место. И будет у меня, знаете, когда я придумала сажать их вот сюда, вот эту траншею, трубу вкопаем, а сверху, ну, полив будет в эту сторону, а вот тут я посажу со стороны газона целый такой рядище тюльпанов своих. Будет красота на следующий год. Там будут некоторые цвести, некоторые не цвести. Ну, разные луковки, тюльпаны как делятся, у них луковки разные. Вот такие у меня дела. Вот еще спрашивали вопрос про магнолии. Смотрите, вот тут уже у бутона цвет поменялся. Начинает потихоньку к цветению готовиться. Вопрос был, через какое расстояние, где сажать магнолию. Видите, у меня посажена она довольно хорошо, но я потом вокруг растения добавляла, чтобы ей не было сквозняка. С этой стороны будут закрывать вот эти хвойные. С той стороны у нас от лавочки закрывает ель и пихта, и рододендроны подрастут. А с этой стороны обелиск, можжевельник. Хорошенький наш, скоро кучерявый будет. Я вам обещала кучерявость показать. Так, и расстояние между магнолиями должно быть у меня вот тут вот 2,80 между вот этим молодым деревцем, тем. Сюда, в эту сторону, ничего я сажать не буду. Надо, чтобы приствольный круг у магнолий был свободный. У них поверхностная корневая система. Тут я еще порядки не наводила. Поверхностная корневая система, вот уже и листики разворачиваться. Ну, еще не спеши, дорогая моя, еще холодно будет. Чтобы какими-то другими растениями вы не попортили корневую магнолии. Чтобы она могла свободно себя чувствовать, и обязательно проложите капельный полив. Сюда тоже первоцвет какой-то света посадила вчера. Так, ну что, наша прогулка, не знаю я, по времени, наверное, довольно длинная получилась. Но мне уже пора на почту забирать свои розы и дела делать. Задавайте вопросы, у кого какие есть. Конец марта, тепло, так хорошо, скоро цветы все будут распускаться. Хочу сделать видео цветения сада сезон 2023, потому что совсем скоро уже будет сезон 2024 цветения. Еще хочу заказать гладиолусов. Посажу. У меня были гладиолусы, но я их в неудачном месте посадила в прошлом году. И они обмельчали. Такие жалко. В тенек не сажайте, надо на солнышко и полив. Ну как всем солнышко найти, да? Красивая елочка смотрится. Зеленая по сравнению даже с туйкой с этой. Красиво будет, когда дорожки будут сделаны. Газон зеленый. На изумрудном газоне будет красиво смотреться. Ну что, всего хорошего. Такой хорошей картинкой я вам заканчиваю сегодняшнюю прогулку. Делайте свои садовые дела. Удачи в садовых экспериментах ваших. И чтобы все у нас зацвело. Всего хорошего.